Привет, меня часто спрашивают, зачем я веду свой блог на ютубе. Свой блог — это некий дневник жизни. Каждый день мы куда-то идем, двигаемся, с кем-то общаемся, работаем, стремимся к чему-то. У каждого из нас есть фотоальбом, в котором мы храним свои самые лучшие воспоминания. Сегодня мы можем находиться в одном месте, завтра в другом, но всегда наши воспоминания будут оставаться вместе с нами на YouTube-блоге. Сегодня у тебя одна машина, завтра может быть другая. Сегодня у тебя один круг общения, завтра может быть совершенно другой. Но YouTube-канал как раз-таки и будет сохранять все эти воспоминания в одном месте. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Очень сильное выкладывание роликов на YouTube также меняет границы вашего сознания. Вот посмотрите, как красиво сзади. Я ни разу раньше этого не замечал. Пока сейчас еду на работу, есть возможность пообщаться. Не смотрите на задний внешний вид. Я как раз сейчас переезжаю. Каждый из нас хранит фотографии к своей жизни, еще что-то. Вы сами понимаете, что фотографии не всегда передают ту атмосферу, где ты находишься. А если ты записываешь видео и говоришь: я был там-то, там-то, я сделал то-то, то-то, я пошел туда-то, туда-то, это гораздо интереснее смотреть через 20, 30, 40 лет и показывать своим потомкам. Вот сейчас я живу в Швейцарии на высоте 3000 метров над уровнем моря. Вокруг меня вот такие горы, когда я еду на работу. И понимаете, я вот сейчас на днях переезжаю, и, возможно, я больше сюда вообще никогда не вернусь. Это совершенно другая сторона. Но сейчас я запечатлел эти воспоминания, они у меня останутся навсегда на моем канале на YouTube. Вы видели, какая шикарная панорама? Вот я это сейчас для вас все снимаю и понимаю, что раньше я ездил и просто смотрел, горы и горы, горная дорога и горная дорога. Но сейчас я на это смотрю совершенно по-другому. Это намного расширяет границы вашего сознания. Для развития себя это очень важно. Видеть во всем красоту. У меня есть друг Лева, который всегда со мной, которого я беру всегда с собой, везде и повсюду. Лева. Вот, например, интересная особенность в Швейцарии. В маленьких городках, по типу вот такого, которого мы сейчас проезжаем, скорость движения всего 30 км в час. Потому что очень часто очень узкие дорожки, поэтому, чтобы разъехаться, людям нельзя торопиться. И плюс Швейцария очень толерантная страна, так как здесь вокруг стоят дома, то людям это не нравится, поэтому нужно ездить как можно тише и медленнее. Вот сейчас мы покидаем город, выезжаем отсюда, и открывается вот такой живописный вид. Конечно, очень опасно, что я сейчас еду и общаюсь с вами вот на таких серпантинах. Постоянно приходится контролировать дорогу, потому что, видели, дороги здесь непростые. Закономерный и очень важный вопрос, о чем снимать. Это всегда всех беспокоит. Снимайте о своей жизни.
Вот вообще очень такой серьезный участок дороги, когда ты едешь мимо скал. Ну все, мы почти подъехали. Наше путешествие длилось около 25 минут. Сейчас будет очень интересный аттракцион. Каждый раз для меня небольшой стресс, когда я заезжаю на парковку. Смотрите. Everybody clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. Машина большая, и каждый раз такой миллиметраж происходит. Каждый раз прям хожу по лезвию ножа. Смотрите, ворона наверху вьют гнезда. Сейчас у них, наверное, брачный сезон. И бросают ветки на низ. То есть иногда бывает леон. Ну что такое? Ну, короче, по правилам Швейцарии, в принципе, вот этого здесь делать нельзя. Надо какашки сразу убирать, но нужен специальный пакетик. У меня, к сожалению, его нету. Вот, поэтому мы сделаем вот так вот сейчас. Просто закидаем палочками. Все, теперь надо отсюда убегать, потому что сейчас, если кто-нибудь увидит из людей, они могут полицию вызвать. Все, быстрее бежим. Потому что... Лёва, быстрее. Лёва. Быстрее. Вот так вот, друзья. Швейцария. Вот они как раз эти пакетики. Я их, в принципе, на каждом углу можно найти. Теперь мы укомплектованы. Сейчас заходим в старый город. Это место, где находится наша булочная. Посмотрите, какой вид. Вот, смотрите, стою я. А вот у нас сзади штаб-квартира Роликса. А вот он, наш старый город. Вот этому дереву, которое стоит здесь, около 600 лет. Оно очень древнее. А вот она и наша булочная на заднем плане. Старинная швейцарская булочная. Bonjour. Bonjour. Сири. Oui. Ди бонжур. Bonjour. Bonjour. Вот, смотрите, какая красота. Аннушка. Ah non, je t'ai dit bonjour. Все, рабочий процесс начинается. Трэшо. Трэшу. Ты будешь в моем блоге. Да? Скажи ура! Ура! Вот примерно в таком темпе у нас проходит рабочая суббота. Сейчас небольшое затишье на секунду, и опять заходят люди. Так что продолжаем работать.
Я вот сейчас снимаю это видео и понимаю, что я настолько счастливый поделиться с вами вот этими впечатлениями. Сегодня, записывая это видео, я понял одну важную вещь, что человек, по сути, является неким сосудом. Сосуд, стакан, вы как хотите можете называть. Вот смотрите, вот он человек. Вот он в 5 лет, вот он в 10 лет, вот он в 15-20 лет. То есть вот это, что наполняет нас знаниями, умениями и навыками. Свой стакан, то есть свой сосуд знаний, умений и навыков я наполнил в 30 лет. Вот это я в 30 лет. И как мы видим, когда стакан наполненный, мы не можем больше в него налить еще знаний, еще впустить чего-то в свою жизнь. И поэтому нужно делиться своими знаниями с разными людьми, отдавать Вселенной свои знания, умения и навыки. Тогда мы опять наполняемся и сможем опять наполнить свою жизнь новыми впечатлениями, эмоциями и знаниями. Не держите все то, что вы накопили за свою жизнь, в себе. Обязательно делитесь с другими. Постоянно отдавайте и отдавайте. И тогда вы еще больше будете получать от Вселенной то, чего вы действительно желаете. Сейчас есть небольшая минутка, пойдем сходим на рынок. Каждый раз по субботам здесь проходит рынок, в который можно... Каждый раз по субботам проходит рынок, в котором можно покупать разные овощи, фрукты, которые привозят фермеры. Сейчас я вам это покажу. Вот на Нижней площади у нас это происходит. Алло. Хорошо. Вот такой у нас рынок. Так, мне нужно сейчас купить яблочного сока и заказать джем для булочной. Так, яблочный сок. Яблочный сок настоящий от фермеров. Джем. 6 pièces. C'est pour boulangerie. Настоящий фермерский джем. 21. Математика. So, hè? Все вручную считается на фермерских рынках. 27 франков за все. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, trouwens nog maar. Окей. Hallo, die Окей, чао. Merci. Ciao, merci. Ну все, затарили, сейчас еще бутылочку берем. И пошли. Каждую субботу приходит очень много людей. Вот, про цены я вам расскажу уже в следующих видео, когда более подробно углубимся в эту тему. Сегодня такая обзорная экскурсия у нас получается. И, конечно же, самый главный вопрос вообще, для чего нужен YouTube. Кто-то хочет заниматься бизнесом, то есть продавать свои товары через YouTube. Кто-то хочет пропиариться, кто-то хочет быть популярным, кто-то хочет быть просто известной личностью. Моя мечта – это сниматься в кино. И я понял одно, что все равно, чтобы быть актером в России, нужно либо родиться в очень известной семье, ну, либо очень много времени на это потратить. Мне уже 30 лет. И всю свою жизнь я занимался музыкой. По актерской профессии я не пошел. Я считаю, что время, конечно, упустил. У меня еще все впереди. И благодаря Ютубу я буду снимать свои блоги, я буду снимать свои сериалы, видео. И надеюсь, через 2-3 года я смогу уже снять свой собственный документальный фильм или художественный фильм. В общем, заниматься тем, чем мне нравится. Поэтому нужно идти к своей мечте. Нужно всегда рассчитывать только на себя, быть лучше всех. И тогда в жизни все будет получаться. Друзья, я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, присоединяйтесь к моему каналу. Дальше будет еще интереснее, еще больше. Всем пока-пока и удачи!